Идея для этого ролика появилась после этого треда. Чисто я и ВБ. Дело сделано набрать всякой фигни. Надеюсь, я не одна тут такая. Какая у вас сумма выкупа? Что больше нравится, Wildberries или Озон? И сумма выкупа 519 тысяч рублей. Следом я открыл комменты и увидел, как девушки хвастаются, у кого же больше эта сумма. Тоже за ВБ. У моей подписчицы 1 400 000. У меня скромненько. 92 тысячи. Скромненько. Далее я нахожу подобное обсуждение в других соцсетях и вижу такие суммы. И я просто оставлю это здесь. Сумма, думаю, никого не впечатлит. 125 000 рублей. Лень ходить по магазинам. Беру там все, от памперсов до стульев. Технику тоже там беру. Муж все время просит удалить приложение. Понравилась какая-то вещь? Не трать время, просто иди на Wildberries. Интересует какой-то конкретный товар, которого в твоем городе мало или его в принципе нереально достать? Иди на Озон, заказывай, и через 2-3 дня возле твоего дома в пункте выдачи ты без проблем его получишь. Время и деньги – это ресурс, который можно потратить на что-то более важное. Например, на очередную безделушку, без которой тебе и до этого прекрасно жилось. Или на чудо-средство для уборки, которое и дерево посадит, и дом построит, и сына вырастет. Все мы рано или поздно ведемся на красивую инфографику и отличные отзывы десяток тысяч пользователей. Но фарт остается фартом. Персональные рекомендации, облегченный процесс поиска и убедительные скидки, конечно, подкармливают зависимость от постоянных покупок. Часто только после нажатия кнопки «Оформить заказ» мы понимаем, что покупка была не всегда выгодна и необходимости в ней не было. Но как мы к этому пришли? А если точнее, с чего все началось? Началось все, как ни странно, с базаров и рынков. Именно рынки стали прародителями маркетплейсов. На рынке ты арендуешь свою точку, расположенную среди подобных точек, и продаешь свой товар. При этом нужно как-то конкурировать и выделяться среди остальных. В конце 20 века появились первые платформы для онлайн-торговли. Одним из первых стал Amazon. Основан он был в 1994 году и работал как сервис для покупки книг. Идея о переносе шопинга в дистанционный формат настолько полюбилась пользователям, что похожие платформы начали открываться по всему миру. В России таким аналогом стал Озон, стартовавший всего на 4 года позже как обычный интернет-магазин. Есть версия, что изначально бренд шел под именем Озон, и создатели специально сделали его похожим на западный аналог. Но пользователи часто путали его с названием легкого газа, из-за чего имя компании было изменено на более привычный покупателям вариант. К слову, первым маркетплейсом у нас был AliExpress. Там можно было найти практически любой товар, но помните, из-за чего он нам не нравился? Долгая доставка, не факт, что посылка вообще придет, да и не было толком нормальной техподдержки. Эти минусы нас очень сильно нервировали, пока не появился Wildberries. Компания была основана в 2004 году для удобного и быстрого выбора одежды. Женщинам с детьми неудобно ходить по магазинам, выбирать одежду. Именно с такой мыслью вооружилась Татьяна Бакальчук в задумке бренда. С годами платформа продолжила свое развитие, и на данный момент сервис вошел в один из лидирующих по стране. А сама Бакальчук стала самой богатой женщиной России. А итог такой: покупателю просто удобно искать и заказывать нужные товары, да и ассортимент только пополняется. Положительная реакция – вот что стало толчком для роста и развития подобных сервисов. Но как же работают эти платформы? Каждая площадка может работать по-разному, но основной принцип выглядит очень просто. Ты проходишь регистрацию как продавец, в личном кабинете оформляешь позицию на продажу, размещаешь товар либо на склад маркетплейса, либо на свой собственный. Покупателю просто остается оплатить и получить свой товар, после чего сервис перечисляет тебе деньги. Для покупателя же маркетплейс является обычным интернет-магазином с небольшими отличиями. Торговая площадка будет отличаться не только своей простотой, но и подходом. Интернет-магазин чаще всего уже владеет своим брендом и работает на его развитие. Ассортимент ограничен одним продавцом, конкуренции нет, а доверие связано не столько с отзывами, а сколько с именем компании. Маркетплейс же можно описать как полку для твоего товара, где много будет зависеть от тебя самого. Иными словами, маркетплейс — это больше про роль посредника. Конечно, такая сложно организованная платформа, как Marketplace, не может работать без хороших и уверенных программистов. А стать одним из таких специалистов вам поможет онлайн-школа Skill Factory.
Курс Full Stack разработчик научит вас фронт-энд и бэк-энд разработке. Здесь вы станете специалистом, который способен в одиночку создавать чат-ботов, сайты, приложения или веб-сервисы. Средняя зарплата Full Stack разработчика 200 тысяч рублей. А работать с такими навыками сможете в крупных компаниях, стартапах и на фрилансе. В процессе обучения на курсе вы с нуля научитесь программировать, даже если раньше такого опыта не было. И, конечно, будет много практики. Создадите 10 разнообразных проектов, пройдете стажировку и хакатон, где решите реальные задачи от компаний-партнеров. О портфолио и опыте в резюме после курса Full Stack разработчик волноваться не нужно. Со всем этим вы без проблем устроитесь на работу. Регистрируйтесь по ссылке в описании, используйте промокод Мурашкин на скидку 45% и начинайте обучение. Вернемся к продавцам. Маркетплейсы, такие как Wildberries и Озон, помогут тебе с массой деталей. Поднять продажи с полного нуля, сэкономить деньги на разработке и обслуживание своего интернет-магазина, а также легко проверить аналитику и даже выйти на международный рынок через зарубежные площадки. Возможности, которые получают предприниматели на подобной площадке, просто мозг взрывают. Однако не все так радужно. Многие продавцы жалуются на нечестную конкуренцию и необходимость постоянно снижать цены. Проблема существенная, особенно с учетом того, сколько предложений может быть на один и тот же товар. Прорваться в топы начинающим продавцам и без того может быть сложно, а остаться там еще тяжелее. Вспоминаются истории, как Wildberries в принудительном порядке запускал акции со снижением цен, когда цены были и так снижены. Продавцы остаются в нелепой ситуации. Теряют деньги из-за продажи товаров по низким ценам, либо потому что отказывают продавать их по такой стоимости. Условия площадок часто меняются, и эти перемены не подлежат обсуждению, что тоже ставит продавца в затруднительное положение. Про работу на пунктах выдачи и складах вообще можно делать большой часовой выпуск. 12-часовые рабочие смены, неадекватные клиенты, которые пройдутся по всей твоей нервной системе. Дома есть кто? Здоровее видал, на таких сшибал. Ты и уборщик, и грузчик, и материально ответственный, и штрафы еще получи сверху. И это все за зарплату 25-35 тысяч рублей. Почитайте отзывы, как тяжело людям там работать, и пожалейте бедных девушек на пунктах выдачи. Они не виноваты в том, что ваш заказ еще не пришел, и что одежда вам не подошла. Пошла в жопу, пьянь! А еще ваша работа, когда к нам заходят улыбаться, здороваться, а не качать головой, что я вас брат делаю. Какие в жопу правила? Деньги плачу, вы выдаете, все. Просто встал, оторвал жопу от стула, взял посылку и отдал. Но больше всего, конечно, напрягают сторонние риски. Вспомним пожары на складах Озон в Подмосковье в 2022 году. Или возгорание на складе Wildberries, которое произошло в Питере в начале этого года. Обе компании, кстати, заявили о том, что компенсируют ущерб пользователям своей площадки. Но согласитесь, узнать, что весь твой товар сгорел, а тебе остается только терпеливо ждать возмещения ущерба и надеяться на лучшее, не самая приятная новость. Неприятная новость может ожидать не только продавцов. Российские маркетплейсы также известны далеко не самой лучшей и тщательной модерацией отзывов и товаров. Представь ситуацию. Ты ищешь ветровку на лето. Попадается неплохой вариант, и ты заходишь посмотреть описание товара. Только чтобы наткнуться на раздел отзывов, в котором полно фото с обнаженкой. За неделю этот артикул вбивали в поиск на Wildberries 900 тысяч раз. В отзывах очень долго висели фотографии разной обнаженки. Люди интересовались и переходили смотреть, что там вообще происходит. 4 дня провисели эти фотки и вывели товар в топ. Однако, если верить статистике, на тот момент ветровку продали 130 раз, что не говорит об успешном результате. Вероятно, это такой маркетинговый ход, который нельзя назвать успешным, но внимание привлечь удалось. К тому же этот случай показал, что Wildberries крайне плохо и медленно модерирует отзывы. Вообще, обнаженка с отзывами на Wildberries пользуется большим спросом. Создаются группы в Телеграме, куда все это сливается, и даже продаются паки через ботов. Поэтому, девушки, будьте аккуратны. Ваш отзыв с интимной фоткой может спокойно продаваться у извращенцев. И из последнего. Это запрещенные вещества. В прошлом году на одной из популярных торговых площадок также не сразу попала под модерацию товарная карточка с описанием растворителя для красок. В отзывах пользователи завуалированно оставляли свой рост и вес, чтобы уточнить граммовку товара. Ну и совсем новый случай. Как вам Pop-It за 85 тысяч рублей?
Или уточка за 86 тысяч рублей. В комментах, я думаю, и так понятно, что за атмосфера. Покупатели интересуются, не будет ли проблем на пункте выдачи. К счастью, даже если такие товары и могут проскочить у тебя в ленте, продавцы не спешат их рекламировать, и шанс случайной находки близок к нулю. Я уверен, вы замечали, как некоторые товары заставляют людей чуть ли не драться в комментариях. Какой-нибудь блогер, например, увидит, предположим, корректор осанки. Товар ему понравился, он товар этот прорекламировал, и люди это подхватили и вывели товар в топы. Часто в списке трендов входят очевидно бесполезные вещи. Появляется вопрос, как вообще люди на это ведутся. Мы просто зависимы от общественного мнения. Могу назвать этот принцип «я не хуже других» или же эффект толпы. Если медийная личность посчитала эту вещь полезной, то и тебе она тоже нужна. Если уже все пользуются этой вещью, то и ты без нее не проживешь. Это банальный психологический ход, который часто убеждает нас совершить очередную необдуманную покупку. Но воздействие общественного мнения не единственная причина проблемы. Импульсный шопинг. Именно это понятие чаще всего прослеживается среди девушек. Я сейчас ни в коем случае не хочу никого обидеть, но именно девушки являются основной аудиторией Wildberries и Озон. Зайдите в любой пункт выдачи. Обратите внимание, 80% это девушки и женщины. Именно они чаще подвержены импульсному шопингу. Для меня было шоком узнать о количестве девушек, которые неосознанно превращают привычку быстро поднять себе настроение в зависимость от постоянных покупок. Еще большим удивлением стали треды, где делились суммами выкупа на аккаунте. На первый взгляд это кажется каким-то безумием. Некоторые из этих сумм уходят за миллионы, и это становится некой нормой. Перед сном, листая Wildberries, сравниваю цены на позиции в избранном. Даже если вещь не особо нужна, но цена приятная, товар долго лежит в корзине, появляется какое-то резкое желание оформить заказ. Нещадно использовала один сервис, чтобы справиться со стрессом в тяжелый период. Пока обстановка не изменилась, каждый день нужно было заказать хотя бы что-нибудь мелкое и ненужное, лишь бы как-то себя порадовать. Сейчас все девушки, которые меня смотрят, пожалуйста, зайдите в свой личный кабинет и напишите в комментах сумму, сколько вы потратили за все время и какая у вас сумма выкупа на данный момент. Очень интересно будет посмотреть эти цифры. Чаще всего ты даже не замечаешь, как уменьшается твой баланс на карте. Одна из основных причин импульсивного шопинга является вот это вот ощущение физического присутствия денег и ощущение реальной их потери. Когда мы приходим в обычный магазин, мы отдаем продавцу реальные деньги и создается ощущение реальной потери средств. При онлайн-покупках платеж проходит быстро и в один клик. Это удобно, но мы не видим, не чувствуем и не ощущаем физического обмена денег. Это может привести к так называемому эффекту потери контроля, когда мы тратим больше денег, чем планировали, так как не осознаем реальности своих трат. Пропадает чувство ограничения и ответственности. Появляются неконтролируемые расходы. Со влиянием на пользователя все плюс-минус понятно, а как маркетплейсы могут повлиять на экономику? Как выяснилось, развитие цифровых торговых площадок помогло повысить производительность бизнеса. Каким-то сюрпризом это назвать не могу, спрос и предложение – это лучшие друзья от мира экономики. Как мы уже выяснили, упрощение процесса покупки расширяет аудиторию, а широкая аудитория приводит к повышению продаж. Торговля на маркетплейсах стала основой мировой экономики. Это результат того, как со временем риски сокращаются, а преимущества реализуются. Нам удобно, продавцам выгодно, и интернет пополняется кринжовыми видосами с пунктов выдачи. Сделать фотографии, брат. До свидания. Маркетплейсы кардинально поменяли наши отношения к покупкам, избавили нас от бесконечной беготни по магазинам, сэкономили нам кучу времени и сил. Однако такие платформы, как Wildberries, Озон и Яндекс.Маркет породили в нас импульсивный шопинг, из-за которого мы стали тратить много денег на бессмысленные вещи. Пока покупатели радуются и при этом страдают от бесконечного шопинга, а продавцы бесконечно конкурируют, экономика растет и процветает. Вот такая неоднозначная картина вырисовывается по итогу ролика. Сейчас не будет какого-то важного итога или моего мнения. Маркетплейсы вот только недавно вошли в нашу жизнь. Да, они ее изменили. Да, есть ряд проблем. Но я не вижу, чтобы они нам навредили. По крайней мере, сейчас я вижу только плюс. Спасибо, что досмотрел видео до конца. Я всегда стараюсь делать свои видео качественными. И буду рад, если ты подпишешься на мой YouTube канал и на мою телегу. Там у меня выходит лайв-контент, и мы просто обсуждаем новый выпуск. Все, всех обнял. Дальше больше.